Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Кого хочу я осчастливить, тому уже спасенья нет. В моих запасах нашлись кусочки ткани размером 6 на 6 сантиметров. Найдем им применение. Такой способ раскладки называется акварель. Делаем растяжку цвета от светлого к темному. Выкладываем 6 рядов по 5 деталей. Дальше готовим детали к сшиванию. Сначала соединим все детали из первой и второй колонки, потом из третьей и четвертой. Шить будем гирляндой, одну деталь за другой. Отшитые гирлянды разворачиваем, детали расправляем, а затем соединяем их вместе. Получается очень интересное полотно. Все детали держатся на нитках на соединительных швах, и нам остается только прошить горизонтальные соединения. Работа с утюгом обязательно на всех этапах. Все швы тщательно расправим и проутюжим. Картинка получилась интересная, но ей нужна рамка, поэтому обошьем ее со всех сторон полосками темной ткани. Вот теперь вопрос, что сделать с такой красивой заготовкой? Пусть это будет аппликация, накладной элемент, который украсит сумку. Проутюжим его. Немного подвернем края. Приготовим ткань основы. На нее сверху уложим кусочек синтепона, а сверху закроем лоскутной деталью. И все прижмем утюгом. Синтепон после горячего утюга станет жестким и плотным. Нам как раз это и нужно. Так сумка будет лучше держать форму. Пришьем лоскутную аппликацию иголкой с ниткой, а затем прошьем, простегаем ее на швейной машинке. Размер основы 35 на 82 сантиметра. Приготовим кусок термостежки такого же размера для подкладки. На ней наметим место для пришивания кармана. И еще сделаем карман и на внешней стороне сумки. К верхнему краю сумки пришьем молнию. Сначала присоединим ее к верхней части. Затем пришьем деталь подкладки. Обратите внимание, что один край молнии мы подворачиваем, а другой мы выпускаем наружу. Пришитую молнию надо отстрочить. Но обратите внимание, что шов мы начинаем примерно в 1,5 сантиметрах от края. Точно так же мы обрабатываем и другой край молнии. Полученную конструкцию разворачиваем так, чтобы с одной стороны были детали подкладки, а с другой детали верха. Следим за тем, чтобы совпадали швы. И прошиваем бока, оставляя в подкладке отверстия для выворачивания. Не забудьте в боковые швы вставить петельки. У меня это кусочки шлевки. После этого формируем дно. В углах и подкладки, и верхом вырезаем квадраты 3 на 3 см. Затем расправляем эти углы и прошиваем.
После этого выворачиваем сумку и зашиваем оставшееся отверстие в подкладке. Сумку поправляем и расправляем. А теперь займемся застежкой молнии. Отрежем длинный конец и закроем его кусочком ткани. Обратите внимание, как мы сворачиваем кусочек ткани. Потом мы прошьем эти две короткие стороны. У полученной заготовки отрежем лишние уголочки и вывернем ее. Эту деталь мы наденем на срез молнии, а затем пришьем на швейной машинке. Получилась прекрасная сумка-почтальон. Длинный конец молнии можно спрятать внутрь сумки. У меня есть длинный сменный ремень. Именно его прицепим к петелькам. Если хотите, то можете сшить ремень самостоятельно. В этой сумке удобно носить книги и документы большого формата. Или просто идти на прогулку. Девочки, дорогие мои, вы же понимаете, что я дала вам идею. Для женщин нет такой проблемы, которую им бы не создать. И уверена, что у вас все получится гораздо лучше, красивее и интереснее, чем у меня. Ставьте классы, пишите комментарии. А то я иногда думаю, ведь есть же разум во Вселенной, раз не выходит на контакт. А с вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!